Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас мы начинаем потихонечку. Наша техническая поддержка действительно нас сильно поддерживает и делает рассылку по соцсетям, потому что наша трансляция идет Первый эфир сразу. пошел. Мгм. Добрый вечер еще раз. Наша трансляция идет сразу в нескольких социальных сетях. Мы работаем в Zoom, а трансляция идет в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, на сайте zkbv.ru, в Инстаграме. Надеюсь, что все нормально проходит. И сейчас к нам подключаются потихонечку люди. Пока я хотела бы спросить, видно ли и слышно ли? Поставьте тогда 2 плюса, видно, слышно, чтобы мы понимали. Сегодня вещать буду одна, но очень надеюсь, во-первых, мои коллеги в Zoom присутствуют и готовы и ответить на вопросы, и позадавать вопросы. И, конечно, мы очень надеемся, я, во всяком случае, точно очень надеюсь на вопросы, так сказать, такие дальние. Не в Zoom, а в соцсетях, кто будет. Очень вас прошу, просто очень прошу, задавайте все много вопросов. Просто много, чтобы было. Откуда у нас люди присутствуют? Что мы сейчас видим? Видим Тамбов, видим Липецк, Воронеж, Москва, Беларусь, Украина. Спасибо, что приходите. Италия. Тоже огромное спасибо, потому что в прошлый раз я не назвала. Казахстан. Пока... Кто еще? Кто в соцсетях видит, девочки, скажите, пожалуйста, кто еще у нас присутствует. Ну, у нас сегодня разговор о бизнесе, но вот чисто о бизнесе у меня никогда не получается, потому что в компании Vivasan, ну, это тот продукт, который нужен для здоровья, и поэтому как бы мы не хотели это свести только в бизнес, потому что есть компании, которые говорят только о бизнесе, и потом либо махнут рукой на то, что ну какой продукт будет, такой и будет, какая вам разница, надо деньги зарабатывать. Но у нас совершенно другая философия, и компании философия – это здоровье, красота, благополучие людей, не только тех, которые сотрудничают, потому что у нас так устроен маркетинг, что даже клиенты, просто потребители, люди, которые работают, не работают, вернее, а просто пользуются продукцией, уже участвуют в прибыли компании. То есть они уже им возвращаются денежки, так называемый кэшбэк, и они участвуют во многих таких акциях, но я немножко попозже об этом расскажу. Сейчас пока ждем, когда подключаются все соцсети, чтобы уже начать с самого начала. Так, ну, надеюсь, что мы уже потихонечку... Да, все, полный эфир. Все отлично. Ну, все, начинаем. Тогда начинаем. Все уже присутствуют, все у нас началось. Мы сегодня прям получилось 19:02. И меня зовут Шеричева Ольга Васильевна. Я работаю в компании Vivasan уже 21 год, пошел 22 год. И мои коллеги, которые вот здесь присутствуют, это и Липецк, Татьяна Панарина, Тамбов, Карданова Жанетта, Людмила Александровна Чибисова из Воронежа и Лидия Митрофановна Шунина. И надеюсь, что многие мои партнеры готовы ответить в соцсетях, кто в какой соцсети, о бизнесе. Итак, о чем мы сегодня хотели поговорить? Я постараюсь быть лаконичной и достаточно, ну, как всегда, я стараюсь быть покороче, а уж как получится, ребята, если будет уже скучно или нудно, можете останавливаться, сказать, Ольга Васильевна, об этом уже слышали, не повторяйтесь. Итак, разговор о бизнесе. Сегодня он не совсем обычный в наше время, потому что такого кошмара, который мы сейчас переживаем, и, наверное, это не самое страшное, это еще не самые страшные времена, но, во всяком случае, такого еще не было, чтобы весь мир объединяла одна и та же беда.
один и тот же вирус, да, который не виден, не слышен, но если бы его не озвучили по телевизору и средствам массовой информации, мы вообще не понимали, где он. Ну и если бы, конечно, рядом не болели люди, что самое страшное. Итак, если мы сейчас работаем, или кто-то потерял работу, или кто-то потерял свой бизнес, потому что это беда, которая многих сейчас настигла, и люди просто размышляют, что им на сегодняшний день делать. Вы знаете, я написала вот недавно маленький такой постик, и первое, что мне пришло в голову, я написала: вот повезло так повезло. 21 год прийти в ту компанию, которая необходима на сегодняшний день. И я бы хотела начать со страхов, потому что у нас очень много страхов, когда мы что-то начинаем хотя бы делать, да, потому что когда уже втянулся, там уже все понятно, там уже втянулся. А вот когда мы принимаем решение, вот здесь вот много очень сомнений, много страхов, и ты не понимаешь, как же все-таки выбрать. Мы сегодня чуть-чуть поговорим об этих страхах, и мой взгляд, да, ну это уже в силу возраста и опыта, потому что в бизнесе я 26, 27 уже год, и есть какие-то такие вещи, которые изменяются, да, кардинально меняются, но есть абсолютно стабильные точки, то есть, как я их называю, точки опоры, на которые мы можем опираться при выборе, чтобы понимать, да, как избежать неких рисков и прочего. И страхи эти, сейчас открою вам презентацию, она видна, но видна плохо, вот сейчас сначала. И страхов, конечно, много количества, прям вот всяких. Да? Ну, давайте, если вам не трудно, напишите, пожалуйста, в соцсетях, какие страхи, какие сомнения и какие вопросы я хотела бы задать, чтобы развеять какие-то сомнения и страхи. Если вы сейчас быстренько напишите в соцсетях, пожалуйста, пишите. Если вы напишите в чате здесь, в Зуме, я буду крайне благодарна, а пока начну просто проговаривать какие-то обычные вещи, которые присутствуют, ну, вообще абсолютно у всех. И они всем присущи, скажем так, да, извините за тавтологию. Итак, ну, во-первых, я боюсь, первое боюсь, легально это или нелегально. А вдруг это какая-то вот такая схема, ну, не очень законная, не очень легальная для того, чтобы не попасть в просак. Да? Вот эти вопросы. Потом, настолько ли качественный продукт, вот девочки уже начали писать, да, действительно, качество продукта – это правда из то, что говорят, да, но в данном случае это правда из Швейцарии продукта или нет, или потому что мы привыкли ко всякого рода в этом отношении сложностям, скажем так. Дальше. Если я вложу деньги, много ли нужно вкладывать деньги? Не потеряю ли я деньги? Или если я вложу эти деньги, то они окупятся у меня или нет? Да? Тот продукт, который я буду покупать, я его смогу продать, я смогу его показать людям, и мне не будет ли за него стыдно? Да, ну, например. Так, какие еще у нас вопросы? Какие у нас еще вопросы? Игорь, видите что-нибудь? Потому что у меня что-то, когда открыта презентация, я не вижу чата. Нет, пока вопросов нет. Угу. Вот, но это как бы когда... Если обязательны закупки. Да, есть ли обязательные покупки? Вот замечательный вопрос, потому что привыкли люди, что если они приходят в сетевой бизнес, то самое страшное, что их заставят покупать ежемесячно продукт, и мы уже знаем не одну такую компанию, когда человек заваливает балконы, гаражи этим продуктом, и потом не знает, что с ним делать. Вот это очень серьезная такая штука, не заставит ли мне это делать и не нужно ли мне покупать. Хорошо. В общем, страхов у нас множество. Вот написали в социальных сетях тоже несколько страхов озвучить. Да, да. Страх, что компания прекратит существование. Для интернет-проектов это прям святое.
Страх погрузиться в долги по причине созданной приглашающей стороны. Вот это я даже первый раз слышу такой страх. А вот этот страх как раз вот по причине приглашающей стороны, как раз вот то, о чем сказала сейчас Жанетта, о том, что люди боятся, что их заставят выкупать постоянно вот этот продукт. Это абсолютно оправданный страх, и там, когда ты начинаешь уже работать, тебя затягивает. И когда тебя затягивает это, во-первых, затягивает много чего. Первое, что затягивает, что если ты купишь вот каждый месяц продукт, то у тебя будет объемная скидка, а не купишь — не будет. И вот на нашей вот этой жадности компании, конечно, играют. И да, это правда, это абсолютная правда, это оправданный страх. Так, а что касается, какой первый был вопрос? Компания развалится. Ну, здесь вот тут вам ничего никто не скажет, особенно на сегодняшний день. Тут может все что угодно может произойти в мире, все что угодно может произойти в стране, но это не значит, что нам жить не надо. Кстати, вот эти страхи надо просто проверить таким образом, насколько легальна компания, сколько она уже присутствует. Что бы я сейчас не стала делать, я бы, наверное, не пошла в абсолютно новую компанию. Вот прям вот которая только начинается. Вот, но здесь есть риск определенный, потому что какой продукт, ну и прочие там вещи. И вот тут, когда мы выбираем, когда мы принимаем решение, здесь существует таких два полярных ощущения, два полярных мнения, так сказать. Итак, с одной стороны, я даже вижу, я даже понимаю, что есть деньги, я даже вижу этих людей. Есть такая притча, когда на горе стоит роскошный дом, а под горой маленький такой, маленькая развалюшка, и оттуда из этой развалюшечки выходит бабушка и внук, ну, уже взрослый внук. И внук спрашивает: скажи, пожалуйста, а чей это такой шикарный особняк наверху на горе с красивыми лужайками и так далее? А бабушка говорит: ой, это сетевик. Это сетевик. А машина вот эта роскошная, не знаю, Land Rover или там, господи, Lamborghini или что-нибудь еще, а это чья? А это вот того же сетевика. Вот та дама роскошная, которая выходит, это вот она и есть, вот эта сетевичка в такой красивой одежде. Слушай, а где она взяла столько денег? Ну, в сети заработала. А чё мы не там? Да потому что это все лохотрон, и мы в это не верим. Вот и все. Вот как бы не верю, все, даже если есть подтверждение, даже если есть знакомые люди, мы вот как-то иногда не верим. А есть вторая ситуация, когда мы понимаем, что, в общем-то, можно, наверное, заработать, но это ж работать надо. И мы, идем, тем людям, которые нам что нибудь обещают. Вот сделаешь, и причем уговаривают очень тщательно, рассказывают, не так работать, а вот достаточно тебе просто войти, внести деньги туда, а дальше мы тебя все за тебя сделаем, и ты получишь и машину, и квартиру, и прочее, прочее. Ну, это типичная лотерея. А что такое лотерея, становится понятно, когда я вот вычитала в интернете такую вещь. Вероятность угадать. Предположим, мы купили лотерейный билет или там, я не знаю, как это называется. Я играла в лотерею, ну, может быть, лет 45, может быть, назад. Может быть, покупала тогда билеты. Один раз, по-моему, выиграла рубль, но на этом и остановилась, поняла, что это не мое счастье. Так вот, если нам нужно угадать 6 чисел в некоем лотерейном билете, и в правильном порядке, в правильном, то есть вот есть определенный порядок 6 цифр, и в этом порядке нужно отгадать, то получается вероятность меньше 1/5-миллиардной. То есть 1/5-миллиардная. Вероятность того, что я угадаю в правильном этом самом, вот такова: 1/5-миллиардная. Хорошо, пусть будет в разном, в случайном порядке, не в том порядке, в котором у нас обязательный порядок, а просто вот всякие цифры. Вот есть 6 цифр, я их отгадала, а уж в какой они последовательности, неважно. То получается поменьше, но получается 1/8-миллионная. То есть нам нужно купить 8 миллионов билетов одного тиража, чтобы выиграть главный приз. Ну, или надеяться на то, что мне попадется 1 из 8 миллионов, чтобы выбрать главный приз. Ну, понятно, что будут там какие-то еще и маленькие призы. Вот так
понятно вроде бы, что ну, это почти невероятно совершенно, да. А когда люди приходят и им обещают машины, автомобили, там, я не знаю, путешествия, туристические путевки бесплатные, квартиры, кстати, не бесплатные, а ипотеку, но которая помогает компаниям брать в ипотеку, хотя сейчас, по-моему, с этим проблем нет, то мы почему-то в это легче верим. Почему, непонятно. Может, потому что человек этот рядом. Что у нас есть в Вивасане, потому что разговор будет о Вивасане. У нас нет бесплатных автомобилей, бесплатных квартир, в кавычках, конечно, бесплатных турпоездок. Мы не обещаем деньги совершенно вот какие-то безумные, если вы ничего не будете делать, только вот приходите. И, конечно, мы не обещаем бешеные вознаграждения сразу, потому что я слышу, и 100 тысяч прямо вот через 2 месяца будет заработок, и там 500 тысяч через полгода. Ребят, ну, если работать нормально в компании, то вряд ли это получится. Почему нет? Потому что мы в это не верим. И когда нам обещают нечто в будущем светлом, мы очень хорошо понимаем, что деньги имеют ценность именно сегодня. И вот сегодня, когда я отработала за месяц, и мне сразу выплатили то, что полагается, я должна еще сказать одну очень важную вещь. Компания Vivasan уже 24 года будет в декабре. На следующий год нам исполняется четверть века. Это уже достаточный такой срок. Так вот, за все эти годы было 3 крупных кризиса. Ну, этот кризис, конечно, вообще кошмарный совершенно. И вот за все эти кризисы у нас ни разу не было никакой остановки в комиссионном вознаграждении. Наш президент Томас Гётрид всегда при любых условиях выплачивал то, что обещал с самого начала. Вот это поставьте первым пунктом, по которому нужно понимать вообще, стоит разговаривать вообще об этой компании и думать об этом бизнесе или нет. Сегодня платят деньги или платят чуть-чуть, но зато в накопительном маркетинге будет когда-нибудь больше. И поскольку нам платят сегодня, то мы сегодня имеем возможности покупать автомобили, квартиры и путешествовать по миру. Важно. Я немножко уже сказала о накопительном маркетинге. Я могу вам только сказать, если накопительный маркетинг, ну, я могу сказать, что у нас он есть, но в течение месяца. Как бы, если ты в течение, тебе уже ты получаешь и дисконтную карту, ты получаешь скидку, ты получаешь уже какие-то подарки. А еще дополнительно в конце месяца ты накопил определенные покупки, оборот, и в конце месяца тебе еще возвращается кэшбэк. Накопление в течение 1 месяца. Если только вы слышите, что вот сейчас вы будете получать вот столько-то, но если вы там сделаете, и называется какая-то безумная совершенно цифра, если люди еще не работали в сети, они не очень понимают, можно это сделать или нет, их убеждают в том, что это можно, это почти лотерея. Потому что человек, который сможет сделать те цифры, которые называют в тех компаниях, это почти один из, ну если не из 8 миллионов, то из 100 тысяч, наверное, точно. По разным причинам. Не по таланту, там, не по каким-то вот по разным причинам. Это и что-то в жизни, это сомнения в основном, ну и так далее. То есть я хочу сказать, ребята, если вы слышите, что тут есть накопительный маркетинг, это плохо. Если вы захотите, я могу провести конкретно прям какой-то вебинар именно по накопительному маркетингу, показать, почему это опасно и почему компаниям выгодно делать накопительный маркетинг. У нас нет ежемесячных обязательных закупок. Это тот самый вопрос, тот самый страх, который прозвучал сейчас в соцсетях. Приглашающая сторона, да, не будем ли мы обязаны этой приглашающей стороне. Вот это как раз об этом. Обязательных ежемесячных закупок здесь нет. Кроме того, мы берем дисконтную карту, причем дисконтная карта, тут даже объяснять много не надо. Купи 5 любых наименований по любой цене и получишь дисконтную карту со скидкой 23%. И ты уже 6-е наименование покупаешь со скидкой в 23%, ну и дальше. Вот это все.
А теперь внимание. Эта дисконтная карта является пропуском не только для покупки продукции, но еще и для бизнеса. То есть нет дополнительных вложений для бизнеса. Нет такого, что, ах, ты хочешь заниматься бизнесом, тогда ты должен вложить еще сколько-то денег. Здесь нужно только принять решение и сказать об этом вышестоящему спонсору, например, или своему партнеру. То есть мы не даем несбыточных обещаний. Что же есть в Вивасане? Продукты Швейцарии, растительный для здоровья, который нужен всем в любом возрасте и всегда. А на сегодняшний день это та ниша, которая, ну, кстати, я хотела задать вопрос, но он настолько такой обыденный, как бы понятно, что ответ тут единственный. На сегодняшний день первое, что нужно людям сейчас, это продукт для здоровья, потому что все напуганы, все понимают, что важнее этого ничего нет. Вот здесь как раз та ниша, и это второй пункт, по которому мы принимаем решение, идти туда или не идти в эту компанию. То есть любой бизнесмен, когда собирается открыть некую компанию или фирму, он сразу начинает думать, что я буду продавать. А что я буду продавать? То, что нужно людям. То есть что нужно сейчас людям и насколько это будет качественный продукт. Так вот, на сегодняшний день, поэтому мы, боюсь даже, не буду плевать на камеру, но правда тут не сглазить, на сегодняшний день люди, которые давно уже были у нас, не были, может быть, 3-4 года, они возвращаются, понимая, что качество этого продукта действительно очень высокое, и он работает. Что важно еще? Все в одних руках, начиная от сырья и заканчивая флакончиком, который мы продаем. Скажите, насколько это важно? Потому что сказать можно все что угодно. Откуда этот продукт, где он сделан. Самое главное, могу ли я это проверить? И я вам сегодня покажу, насколько легко это проверяется. Теперь не развалится ли компания? Стабильность, то есть стабильность компании. Если форс-мажорные обстоятельства, не дай бог, конечно, что-нибудь такое, типа цунами, землетрясений и там, не знаю, чего-то такого страшного, то не знаю. Если говорить о том, что стабильна ли компания Вивасан на сегодняшний день за эти почти четверть века, то как определяется стабильность компании? Ну, смотрите, вы приходите в компанию, вам говорят, предположим, вы знаете, у нас очень успешный, богатый президент. У него собственные яхты, собственные самолеты, собственные, там, не знаю, пароходы и так далее. Правда, мы его не видели, он так иногда показывается, но вот как бы он очень, очень богат. Что нам это дает? Ну, мы понимаем, что он успел заработать деньги, хотя не знаем, в этой ли компании, может быть, в какой-то другой. Но надежда на то, что она будет, как бы вот подтверждения особо нет. Если вы приходите и вам говорят, что президент компании имеет собственные плантации трав, имеет 2 собственных завода, 30 филиалов по всему миру, а вы понимаете, что это очень в каждой стране это нужно очень серьезно, так сказать, вложить денег, достаточно много для того, чтобы это было официально. И лично президент проводит семинары, обучение и прочее. То, если у него есть свои заводы, он производит свой товар, то что это для нас? А мы понимаем, что произвести можно, но еще нужно продать. И вот здесь люди, которые продают, то есть мы с вами потребляем и продаем, они будут нужны всегда. Вот это один из очень таких важных пунктов, куда вкладывает компания деньги по стабильности. То, что международная компания, мы никогда не знаем, в каких странах у нас будут знакомы и сможем ли мы работать. Международная компания, работающая в 30 странах, и мы в режиме онлайн можем в портале, лидерском портале, так называемом, увидеть, где
где, в какой стране моя структура купили какой-то продукт, пока мы спали или занимались своими другими делами. Постоянный маркетинг-план очень важен. То есть в предыдущем проекте, так сказать, где я работала до этого, это было самой главной причиной, по которой я ушла. Потому что нам предлагают некие условия, бизнес-условия, я его рассказываю своим партнерам, своим людям, потом они меняют эти условия, и, извините, потом рассказывается, вот, что и извиняться перед своими людьми, что вот мне сказали, я вам передала, но вы ничего не получите, но это совсем самое последнее дело. Здесь какой был маркетинг-план, такой он и остался до сегодняшнего дня. Нет. Немножко меняется. Во-первых, появляется много акций, появляются новые условия работы, такие как, например, биопульсар, это отдельный разговор. Появляются дополнительные какие-то еще выплаты, так называемые бонусы и быстрый старт за продажи, ну и так далее. То есть если он изменился, то только в лучшую сторону. Ну и дисконтная карта, когда ты покупаешь 5 продуктов и ничего не платишь ни за регистрацию, ни за какие бумажки, какие-то там. Ты покупаешь то, что тебе нужно, от 3, даже немножко меньше, тысяч рублей, и до, ну там можно вступить в бизнес, чтобы получить подарки, можно до 10 тысяч. То есть свобода выбора абсолютная, кем тебе быть в Вивасане. Дисконтная карта не заставляет тебя ничего выкупать. 1 раз, 2 раза в год нужно или что-нибудь купить, хотя бы моющее средство за 350-400 рублей там, или бальзам альпийских трав. Это все. Мы не верим на слово, мы проверяем. Это то, что я вам говорила. Хорошо услышать, хорошо поверить, да, я доверяю человеку, он мне сказал, я вот все поверила ему. Но когда мы лично не знакомы с человеком, то это как бы проблематично. У меня вот здесь вот внизу прайс-лист. В этом прайс-листе у нас 6 заводов-производителей, и в этом прайс-листе есть первая буковка, вот они, наши 6 заводов, Интракосмет, все они находятся на территории Швейцарии. Мы были на этих заводах, мы знакомы лично, и не только я, а многие из нас, у нас было 3 большие делегации международные. Те, кто хотел, побывали на этих заводах. Кроме того, что мы побывали на этих заводах, нас еще встречали, просто потрясающие встречали владельцы этих заводов, кроме того, что мы встречаемся часто с ними. Интракосмет, Эликсан Ароматика, Доктор Дюнер, Жельпель, Косвелл Спа, Освальд. Все это, вот все эти заводы вы можете найти в интернете и понять, что это за завод, что он производит. Почему я остановилась на этом? Вот теперь посмотрите на первые буковки. Вот буковка I, E, D, G, Косвелл, О. А теперь поближе прайс-лист. Вот посмотрите эфирные масла. И вот здесь самая левая колоночка написано Е110, Е113, ну, какие-то такие определенные обозначения, коды, скажем, для каждого продукта, для удобства подсчета. Вот буква Е – это первая буква вот в этом заводе Эликсан Ароматика. Вот Эликсан Ароматика производит наши эфирные масла. Что это значит для клиента? Это значит, он еще ничего не знает, он просто слушает вас, берет в руки прайс-лист и видит вот эту букву, когда вы говорите, это завод Эликсан Ароматика, а вот здесь завод, например, вот это Swiss Caps, буква S, C, Косвелл, Доктор Дюнер, Освальд, но я не стала весь прайс-лист, вот уже видно. То есть вот это, ребят, для меня это было вообще взрывом, просто взрывом мозга. Думаю, боже, как это вообще, насколько это возможно? И здесь я всегда говорю, ребят, зайдите в магазин и спросите, а где сделан вот этот продукт? Вы остановитесь где-то, вернее, вас остановят где-то на пункте, в каком городе. Потому что спросить, в какой стране, еще могут сказать. Не знаю, как проверить, но хотя бы скажут.
А вот в каком городе и как зовут владельца, и можно ли мне посмотреть и убедиться, что этот продукт вот в этой стране и на этом заводе, ну, это уже совсем плохо. Я считаю, вот этот пункт, ну, для меня, во всяком случае, напишите, пожалуйста, насколько он важен для вас, что здесь не нужно доверять человеку, но я могу это проверить. Я рассказываю это своему другу, он может лично это проверить. То есть он не обязан мне отвечать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотя бы просто важно или не важно, и насколько и слышали ли вы когда-нибудь, в какой-то компании, что вы лично знакомы, то есть вот все практически наши партнеры, которые сейчас работают, они лично знакомы и с доктором Томасом Фрю, который работает в Интракосмете, и с Сильвио и Кристой Фригали, семейные пары, которые работают в Александ Ароматике, ну и так далее. На чем же основана компания? Вот 3 вот таких вот кита. Философия компании: здоровье, красота, благополучие. И здесь, ну, что тут объяснять? Здесь все понятно. О стабильности я вам уже сказала. Если, компания вкладывает деньги в плантации, в заводы, в офисы, и филиалы разных стран, то, понятное дело, она собирается продвигаться, и она продвигается. И, конечно же, для каждой страны, если мы занимаемся бизнесом, нам очень важно спать спокойно. Чего там? Заплати Ольга налоги. Васильевна, можно 2 секунды? Да-да-да. Я не буду называть компании, у 2, по крайней мере, представителей компании спрашивала, где, в каком городе находятся заводы. На меня глаза такие сделали, говорят, о чем вы говорите? Ну, в Швеции, значит, в Швеции, и все. А где именно находятся заводы? А уж когда спрашиваешь о владельцах завода, ну, вообще за сумасшедшие принимают. Это так. Да, это точно. Спасибо, Таня, что попробовала. Потому что я, когда в магазине это пробовала, меня чуть-чуть не со скандалом не выставили. И, гарантии того, что важно, да, это официальная регистрация фирмы в России с 1996 года. Томас Гётвит — законопослушнейший австриец, он платит все абсолютно, все налоги, как положено. И мы здесь также, работаем, мы абсолютно легальны, и мы абсолютно, знаем точно, что мы делаем все по законам нашей страны. Ну, здесь снова, чтобы получить дисконтную карту, нужно выбрать 5 продуктов и получить дисконт, да, со скидкой 23%. А дальше уже размышлять о том, кем вы хотите быть в компании. Я еще раз повторюсь, ничего дополнительно вам вкладывать не нужно. Обучение у нас огромное количество бесплатно. У нас есть еще обучающая платформа, о которой мы скажем чуть-чуть попозже. И поэтому, как только я получаю дисконтную карту, я размышляю, кем мне быть. Я буду просто покупать продукт, да. Мало того, я еще буду иметь персонального консультанта. Я могу участвовать в акциях, получая подарки и премии. Я могу продавать продукт и получить вот эту вот торговую прибыль, разницу с продаж. Я могу регистрировать своих друзей. Что значит? Это значит, так же, как и я получаю дисконтную карту, я могу предложить им: купи 5 продуктов, ты получишь дисконтную карту. И за каждый из этих шагов я имею вознаграждение. За каждый из этих шагов. Ну, а кроме этого, еще за месяц, когда набираются все мои шаги, продажи или регистрация в общую корзинку, я еще могу иметь дополнительные бонусы, работать на биопульсаре или работать потихоньку на международном рынке. В обучении, ребят, у нас уже сейчас такое количество обучения. Конечно, раньше было огромное количество литературы бумажной. Она сегодня есть. И для тех, кто любит полистать книжку, ну вот это как бы, наверное, из старого поколения, мы вот это вот любим. Чтобы остановиться, чтобы что-то подчеркнуть, чтобы вернуться назад, у нас очень большое количество литературы и по ароматерапии, и по конкретным рецептам каким-то, которые уже у нас есть, да. Это и справочник каждого продукта, это докторские книги, книжки, которые написал
написал Николай Андреевич, у нас главный доктор, главный врач наш Гусаков, где он расписывает просто по алфавиту каждую проблему. То есть труд просто, конечно, замечательный. От чего появляется эта проблема и что рекомендуется в этом случае и в смысле питания даже, и в смысле продукта Вивасан. Обучение, школы, лекции по продукту. Есть огромное количество видео, которые вы можете найти. И если человек захотел работать, он выбирает, где ему работать, офлайн или онлайн. На сегодняшний день онлайн, конечно, 1000 восклицательных знаков. И здесь мы тоже уже на сегодняшний день владеем инструментами, которые мы можем обучить и передать каждому из вас, как работает. Ну и, конечно, несколько слов о главном человеке, так сказать, в нашей компании. Это Томас Гетфрид. Кстати, посмотрите, это гоночный автомобиль. И когда-то Томас Гетфрид свой гоночный автомобиль изобрел, ну, как бы это его было изобретение, и он очень долго хранился в музее в Австрии, вот этих всех дел. Так вот, Томас Гетфрид лично провел школу, это уже не первая школа, но вот последняя школа, которая у нас есть, там 7 уроков. Она расположена и в Ютубе, и у нас на обучающей платформе. Как на обучающую платформу попасть? Это очень просто. У нас бесплатная обучающая платформа. У нас идет открытая часть для всех, даже для людей, которые у нас не зарегистрированы. И поверьте, это может вам помочь даже просто в жизни. И дальше для тех, кто просто клиент, как-то зарегистрированный человек, бесплатное обучение, где идет уроки лидеров и уроки лично президента компании Томаса Гетфрида. Мы выкладываем только первую часть в открытом доступе. Но это доказательство того, что Томас Гетфрид лично проводит семинары и обучение. Это тот самый биопульсар, где мы можем посмотреть состояние своего организма, а на сегодняшний день это крайне важно. Но я могу сказать, что у нас сейчас в Воронеже на складе есть этот аппаратик, все время забываю, как он называется, который измеряет сатурацию, то есть наличие кислорода в крови. И он простой, он обычный такой, но он сейчас почти нереально его купить, мы прям ухватили практически последний. Так вот, кому бы мы не предлагали, кто бы вот не захотел, кто видел, что что у вас можно это измерить, просто кидаются к этому аппарату для того, чтобы измерить сатурацию, потому что всем реально страшно, и все хотят видеть это. А биопульсар еще, он показывает еще и всю картинку, вот такую картинку энергетического поля. Это немецкий аппарат. Вот лично Томас Гетфрид проводит обучение. Аппарат серьезный, это немецкий аппарат, медицинский, который связан с программой определенной, австрийская программа. И занимает это время просто положить руку на вот эти вот на плата, и занимает это время, ну, где-то от 30 секунд до минуты. Дальше уже можно просто смотреть и рассказывать. Сама процедура, положил руку и все. Но это вот отдельный разговор, который может показать, что там у нас, как у нас там дела с сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, желудочно-кишечным трактом и прочими делами. Мы предлагаем вам подписаться на наши новости. Если вы смотрите нас в соцсетях, то техподдержка сбрасывает время от времени в каждую соцсеть ссылочку, на которую вы можете зарегистрироваться. Зарегистрируйтесь вы на сайте нашем «Здоровье, красота, благополучие», но аббревиатура zkbv.ru. Здоровье, красота, благополучие с Вивасан. А когда вы выйдете на в этот сайт, там вы можете выбрать и тренинг, это обучающая платформа, извините, или видео, которых у нас уже достаточное количество, да, или обратиться к своим
спонсорам, то есть к людям, которые вас пригласили. Если вы уже смотрите на сайте zkbv.ru, то наверху у вас будет подписаться. Подписывайтесь на наши новости. А кроме новостей, мы еще, девочки, подготовили замечательный рецепт Клеопатры, маска Клеопатры. А вот это наша обучающая платформа. Вот они правила, вот они уроки президента. Сейчас мы активно, наши лидеры записывают ролики, короткие ролики и по биопульсару, и по продукции, по каждому продукту. Вот такая обучающая платформа, вот сюда, вот здесь вот вы как раз и попадете. Поэтому, но это я, чтобы не забыть, если у вас есть вопросы, свяжитесь либо с человеком, который вас пригласил, либо задайте их сейчас. Вот. Ну, у меня, в общем и в целом, все. Я бы хотела завершить следующим вот этот разговор наш сегодняшний. Вы понимаете, что у меня нет задачи сейчас говорить о цифрах. Но если все-таки вот прям конкретные цифры, я вам могу сказать, что даже если заниматься сейчас вот так, как после обучения, предположим, в режиме онлайн или в режиме офлайн, потому что офисы есть во многих странах и во многих городах. И если очень, ну так сказать, аккуратно вы приходите, да, и соблюдая дистанцию, маски, там, перчатки и прочее, у нас все это есть для этого, то можно и встречаться и в офисах. И если мы понимаем абсолютно, что на сегодняшний день самое важное – это здоровье, а мы это все понимаем, то мы понимаем, что важен продукт для здоровья. Я не знаю, кто-то ждет вакцинацию там какую-то, кто-то ждет какого-то лекарства, но уже, по-моему, все понимают, что настолько меняется этот самый вирус, настолько он мутирует, то, что было вчера, да, ученые увидели, что было вчера, то на следующий этот уже ты просто не успел. То есть делать лекарство от вчерашнего вируса, которого уже нет и который мутировал. И здесь спасают, все уже на этом сходятся, здесь спасает собственный иммунитет, и иммунитет – это как раз продукция натуральная, только может быть для иммунитета собственного. И, конечно же, продукт, который может, ну, вдруг что-то случилось, для скорой помощи. То есть, иначе говоря, наш продукт для профилактики, скорой помощи и параллельном лечении каких-то проблем, да, ну, реабилитация, понятно, после каких-то операций или чего-то еще. Это продукт, который нужен всем нам, нужен нашим друзьям, нашим близким. Это продукт, которым мы можем пользоваться по минимальной цене, можем предлагать его своим друзьям и близким, и за это получать деньги. И вот как раз тот пост, который я написала, вот повезло так повезло пользоваться продуктом для здоровья натуральным и еще получать за это вознаграждение. Ну, деньги еще никто не отменял, деньги нужны всем, и, кстати, на здоровье тоже. Поэтому моя задача была просто рассказать вам о том, что есть в Вивасане, что эта компания уже давно держится, что эта компания развивается, что оборот у нас не падает, а скорее даже, ну, по сравнению даже с прошлым годом значительно больше. То есть и люди, которые возвращаются к нам, их тоже значительно больше. И приходите к нам, подписывайтесь, приходите. Риска здесь нет. Здесь нет каких-то безумных денег, которые нужно вкладывать, и здесь никакого риска нет. Кстати, можно купить и один продукт, никакой проблемы, 1, 2. Просто мы показываем, что если 5, то это уже дисконтная карта. А теперь ваши вопросы. Спасибо вам за внимание, что вытерпели. Теперь ваши Озвучить вопросы. можно, Ольга Васильевна? Да, конечно. Тут
Два вопроса интересных. Можно ли передать наработанную структуру по наследству? Да, Миллионы. да. Да, ну, значит, смотрите, это прописано в уставе. У нас есть устав компании, и когда мы берем дисконтную карту, мы подписываем бумагу, в которой как бы подписываемся под этим уставом. И вот в уставе компании есть и права, и обязанности. И одно из прав, и у нас за 24 года, вы же понимаете, были всякие случаи, потому что никто не застрахован от смерти, всем нам ее обещали. Ну, желательно подальше и при своем уме. У нас уже были эти случаи, и не однажды. Как я уже сказала, что структура, которую наработал лидер, какой-то лидер, да, он может передать по наследству, начиная от по-моему, от менеджерского, от определенного оборота. Но я вам могу сказать, что Томас Гетвит, конечно, у нас гениальный человек и очень, ну, понимающий человек. Потому что у меня, например, был случай, когда не стало женщины, она была на уровне 21%. То есть у нее не было менеджерской структуры большой, но ту зарплату, те комиссионные, которые она заработала, мы перевели на ее дочку. И это не один случай, да. Еще тут несколько вопросов. Можно ли в компании сделать карьеру, имея основной вид деятельности? Ну, я так понимаю, что у человека какая-то основная работа серьезная, или необходимо стопроцентное погружение в бизнес? И тут еще просят пример, если можно, какой-то. Ну, Доказательства. замечательно. У нас есть пример, у нас есть не один, кстати, пример. Что касается меня, то когда был мой первый бизнес, то есть это мой второй бизнес, так сказать, да, когда был мой первый бизнес, мы все приходим, мы боимся абсолютно отдаться вот этой компании, тем более, если есть какая-то основная работа. И я тоже работала параллельно. Я начала работать параллельно, но когда я поняла, что вот это оставшееся время, ну, например, я работала в музыкальной школе, там я была занята где-то, я даже не знаю, около 30 часов 30-40 часов в неделю. И оставшееся время, там, я не знаю, может быть, 12 часов в неделю, и то я там работала, мне казалось очень много. Это я отдавала другому бизнесу. И вот когда я поняла, что за эти 10-12 часов я зарабатываю в 10 раз больше, чем там, преподавая в музыкальной школе, как-то голова стала на место. И тогда я просто ушла, потому что уже вот как бы было наработано. Но, опять же, не могу сказать, что мне было не страшно с самого начала. Потом, ну, тоже было страшновато, но это кто не рискует, тот не пьет шампанское. А то, что касается примеров, ну, пожалуйста, вот тут Людмила Александровна Чибисова может рассказать. Это, конечно, Валентина Викторовна Иванова, которая начала, она работала четко до пенсии. Ну, мне это не понять, ну ладно. Это очень дисциплинированные, организованные люди, которые сделали шикарную карьеру и международную структуру, и большие чеки. Вот. А что касается, сколько можно заработать за первый же месяц, я могу сказать, у нас Марина Алехина очень хорошо показывает, что если вы хотите 100 тысяч заработать за первый же месяц, на продажах нужно продать 2500 франков, это сколько получается? Ну, около 200 с небольшим тысяч рублей за месяц. И можно получить около, если вы хороший продавец, да. Но говорить о том, что о подработке, о дополнительной подработке от 10 тысяч вообще не вопрос. Но если вы хотите очень серьезную и быстро карьеру сделать, и деньги заработать в бизнесе серьезные, ну, то, конечно, надо отдаться полностью этому. Но, в принципе, это реально. Очень трудно. И мой любимый вопрос, я прям рад, что его задали. Как можно быстро в компании заработать деньги? Я бы еще добавил большие деньги. Ну, вот я только что это проговорила. Конечно, это продажи. Конечно, это продажи. Но и здесь, еще раз, допустим, это
У нас есть такой продукт, как, например, бодрость, мы называем бодрость на весь день. Это капсулы, там 100 капсул, вот такой флакон, витамины и микро, и макроэлементы в одной капсуле до 85% того, что нужно человеческому организму. И поскольку там 100 капсул, а рекомендации у них так: месяц пьешь, месяц отдыхаешь, месяц пьешь, то вот этого флакона хватает на полгода. Ну, если честно, то я пью, когда вспоминаю, или пью постоянно. Но поначалу, да, лучше так, наверное. Так вот, продавая всего 3 таких продукта в день по всем параметрам, по прибыли торговли, на объемные скидки, там, бонусам и прочим, можно заработать до 100 тысяч рублей в месяц. Это о продаже. Есть, потому что продажи самые быстрые деньги, и самые большие для начала. Потому что если мы регистрируем людей, то это будет меньше. Но это будет много продукта, например, там, как бы, если только регистрировать и ничего не продавать. Но можно же и что-то продал, что-то кого-то подписал. То здесь, ну, я могу сказать, что где-то около 15 тысяч рублей это будет пассивные деньги за структуру. Это будет около, если много подписывать, там, ну, 10-15 человек, предположим, за месяц. А что такое 15 человек за месяц? Это 1 человек в 2 дня. Или там, ну, тоже не очень большая работа, скажем так. То там еще на продукте будет, ты можешь взять продукты где-то 1000 на 15 еще, если не больше. Поэтому за первый же месяц можно заработать, и деньги заработать, и как продавец, и как взять себе бесплатного продукта. А его надо будет действительно много, он уникальный. А дальше уже двигаться. Потому что чеки, кстати, если вам говорят о чеках 100 тысяч, 200 тысяч долларов, мне недавно как-то попалось какое-то видео, где молодой человек рассказывает, что вот у него там $1 000 000, у него чек. И, поскольку он понимает, что не очень много народу будут считать, то я считаю, у меня сразу что-то не сбивается в голове. Вот. И когда он говорит $1 000 000, а продукт примерно такой же, как и у нас, а значит, это не Rolls-Royce, которые можно продавать. Один продал, и уже оборот вон какой, и процент у тебя может быть огромный. Примерно в таком же продукте я сразу посчитала, сколько у него должно быть людей для того, чтобы структура делала оборот, чтобы он получил $1 000 000. Ну, во-первых, я не знаю таких людей, у кого чек у лидеров в сетевом бизнесе $1 000 000. Возможно, они есть где-то там, ну, я не знаю, это единицы. Но когда мальчик говорит, что пришел он всего там 4 года назад, и за 4 года назад он получает чек $1 000 000 в месяц, я смотрю, сколько это должно быть людей. Людей должно быть около 200 тысяч в структуре всех покупателей, потребителей, всех подряд. А тут же он говорит, что у него всего 8 тысяч. А 8 тысяч как бы мы не хотели. Там очень много нулей будет, потому что люди приходят, уходят, сегодня купили, а в следующий месяц не купили и прочее. Вот. И когда они начинают говорить вот эти цифры, я не понимаю, на кого они рассчитывают. Ну, на людей, которые совсем ничего не считают. Реальные чеки в сетевом бизнесе и у нас, да, они были 60 и 70 тысяч франков в месяц. Их было много? Нет. Это VIP-персоны. Это было немного. Это те, которые в самом начале пришли? Нет, не все. Люди, которые пришли значительно позже, просто работали активно. Маркетинг так сделан, что когда бы ты ни пришел, ты будешь первым, если ты будешь работать активно. Ты все равно первый, потому что, ну, такой маркетинг-план. Вот, поэтому то, что еще один важный пункт, который я обратила внимание ваше, пункт номер 3. Платят деньги всегда и за все время ни разу. Ни разу не было такого момента, чтобы нам даже просто задержали там на месяц, на 2. Такого не было.
Это тоже очень важно. Все? Ольга Васильевна, тут еще несколько вопросов, правда, они в комнате Zoom задаются, то есть лучше бы, конечно, люди включили микрофон и озвучили их, но я их задам. Значит, есть ли в компании отсечение структур или передача другим лидерам? Не знаю, что это такое. Если лично вы захотели передать свою структуру кому-то еще, ну, в общем, это не возбраняется. Но я таких случаев что-то не помню. В смысле, отсекается или нет, хороший очень вопрос, потому что, смотрите, когда мы подписываем первую линию, вторая, третья и прочее, 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 очень много маркетинг-планов, которые говорят, что с первых 5 линий ты получаешь, при том, что у тебя там активных столько-то, а остальное извини. У нас нет этого. У нас есть до последнего практически поколения ты получаешь процент определенный. Если в этой веточке, там, предположим, есть, например, 1, 2, 3, 5, 20 линия, и вот 19 вот этих вот линий, они все клиенты, а в 20-й линии у тебя человек, который делает большой оборот, то ты получаешь с него процент, как с первой своей линии. И вот это, ребята, фантастика. Потому что невозможно в первую линию набрать такое количество лидеров, с которых можно получать деньги. А вот когда ты подписываешь людей и всех мотивируешь, чтобы они тоже подписывали, и всем предлагаешь бизнес, вот тогда появляется в какой-то линии человек. И если я только с 5 линий могу получать, то а зачем он мне в 20-й? И вот здесь Вивасани это очень хороший ход. Еще? Ну, вы на этот вопрос уже ответили, он такой очень важный, видимо, я еще раз его повторю. До какой линии считается максимальный процент в структуре и до какой линии считаются премии в структуре? И есть ли они вообще в компании? Ну, вы это уже рассказали, но если можно еще раз. Да. Это и премии, это и объемные. У нас там несколько таких вот пунктов, по которым мы получаем вознаграждение. Да, ну я уже сказала, торговая прибыль, если продаем. Продукт выбираем, если подписываем. Дальше мы получаем деньги, если мы умеем работать на биопульсаре. Или получаем подарки, если человека привозим на биопульсар, он подписался, оттуда еще дополнительно подарок получаем. Это какие-то такие вот для клиента. Но при этом, если у клиента, просто у потребителя, оборот определенной суммы, вообще начиная где-то с 5, вот 5000 у тебя есть рублей примерно оборот за месяц, и у тебя еще дополнительный кэшбэк, там 4% с этого оборота и так далее, 4, 6 и прочее. И когда человек начинает уже серьезно задумываться о бизнесе, то он получает практически по всем параметрам вот эти все бонусы и премии, и объемные скидки и премии. Еще? Вроде все. Хотя сейчас... Нет, да, все. Ну что, дорогие мои, спасибо вам большое. Я еще раз говорю вам, что подписывайтесь на наши прямые эфиры. Чтобы подписаться, вы можете пройти в zkbv.ru на сайте или в соцсетях. Техническая поддержка. Игорь сбрасывает нам постоянно ссылочку на ЗКБВ. Как только вы выходите на сайт zkbv.ru, то вы выходите на... у меня нет сейчас этой странички, я здесь вот показываю, вот она, zkbv.ru. Вы выходите на сайт, и там вы можете выйти на тренинг и выйти вот на эту обучающую платформу нашу бесплатную. Вот она, да. Угу. Или посмотреть видео, или посмотреть то, что вам интересно. Спасибо вам за внимание. Если остались еще вопросы, мы обязательно на них ответим. Пишите в соцсетях. Оставайтесь здоровы, счастливы и немножко богаты. Если хотите, немножко. Приходите к нам. Компания будет работать. Ей никуда не деться. Она работает, работала, работает и будет работать.
Спасибо за внимание. До свидания. Пока. Спасибо, Ольга Васильевна. В заключение, сорян от техподдержки. Хочу извиниться перед компанией Greenway. Прям слезы текут за размещение нашего рекламного поста в вашей группе. Извиняйте, это сделано было на автомате, работает софт. Хорошо, вас нахрен удалю совсем из рассылки. Извините. Понятно. Это мы нечаянно туда Да, люди сбросили. очень переживают, очень волнуются. Ну так волнуются, что просто пишут, звонят. Ну, поэтому удалю я вас. Извините. Не, мы не будем больше. Не будет.